Это Иван Жданов и очередная сводка новостей войны. Сегодня 1 апреля, и война продолжается уже 37 дней. Путина сопровождает хирург-онколог. Российские войска готовят окружение Краматорска, а украинцы освобождают села на окраинах Киева и в районе Николаева. Но главная новость сегодня – атака Белгорода. С утра мы получили кадры горящей нефтебазы. Нефтебаза Константина Заслонова, 82. Нефтебаза расположена в восточной части города. По сообщениям местных властей, горят 8 резервуаров с горючим, жертв нет. Российская сторона заявила, что это результат атаки украинских вертолетов, пролетевших на минимальной высоте. Это действительно была атака с воздуха, есть видео. Вот посмотрите, прямо сейчас будут выстрелы ракет вот этих. И на следующем видео это будет еще более четко видно. Вот взрыв. И следующее видео, ну тут прям все очевидно. Удары с воздуха, никаких сомнений. Еще удар. И вон вертолет, видно, как он улетает. Вот второй. Удар был нанесен неуправляемыми ракетами с вертолетов Ми-24. Есть фото остатков ракет, найденных в городе. Скорее всего, это НАР, так называемые неуправляемые авиационные ракеты С-8. Украина пока не делала никаких официальных заявлений. От Харькова до Белгорода по прямой 75 километров. Теоретически, украинские Ми-24 могли преодолеть такое расстояние за 30-40 минут. Сбить летящие низко вертолеты сложно, их не ловят радары, нужны дежурные расчеты ПЗРК, но их могло и не быть, мы же знаем о бардаке в российской армии. Но, конечно, надо учитывать и другую версию, что все это провокация российских сил. На это косвенно указывает вот еще один факт. Утром сообщили, что была также обстреляна белгородская типография. Мы явно видим пулевые отверстия на фото. Это малый калибр, не похоже на обстрел с вертолетов. Ну и вообще, зачем бы украинцам обстреливать типографию, которая к тому же находится на другом конце города? В итоге я допускаю два варианта. Первый, конечно, что это атака украинских вертолетов. Такая месть за разбомбленные нефтебазы в Украине и попытка лишить топлива российские войска на восточном направлении. Вторая. Все это может быть провокацией, и российские вертолеты просто обстреляли свою же нефтебазу. Зачем? Ну, может быть, чтобы обвинить Украину в атаке и перевести спецоперацию в разряд полноценной войны. Или это такой ответ на мирные переговоры. Вот посмотрите, мы к украинцам с миром, а они нас бомбят. На территории Украины военные действия продолжаются на разных фронтах. Украинцы сообщают о контрнаступлении под Киевом. В частности, защищает район Броваров. Думаю, что речь идет в том числе о занятии населенных пунктов, которые российская армия оставила. Вчера из Мариуполя украинцы пытались эвакуировать раненых на 4 вертолетах. 2 вертолета были сбиты. Об этом сообщили российские медиа. Все эксперты сходятся во мнении, что Мариуполь пойдет в ближайшие дни. Все зависит от того, как долго продержится завод «Азовсталь», превращенный в крепость. Важные события происходят на всем Восточном фронте. Усилилась российская активность в районе Изюма. Одновременно идут бои на юге, в районе Великой Новоселки. Давайте посмотрим на карту. Украинские силы держат фронт в районе Северодонецка и неподалеку от Донецка. Также идут бои южнее, держится оборона Запорожья. Но от Изюма до Великой Новоселки около 150-170 километров. Наступая здесь,
можно отрезать всю группировку ВСУ. Есть и другой вариант наступления на Павлоград. Там лучше дороги, но и расстояние больше, 220-250 километров. В любом случае, для таких мощных атак понадобится много сил, которые надо еще сконцентрировать. Войска ДНР и ЛНР я бы в расчет вообще не брал. Большая часть это ополченцы, у которых нет снабжения и припасов. Обратите внимание, это армия ДНР, которую кинули, которую просто взяли, бросили. которая уже с 25 Мы ночуем в свалке. живет в таких условиях, которую кидают на блокпосты, а российская армия сама в шоке. Всё вокруг, пацанов. Если пойти, выйти сейчас и посмотреть на бомжей в соседнем гараже, то отличий, я думаю, вы не найдете никаких от этих ополченцев. Весна еще довольно холодная, а весь район от Изюма до Гуляй-Поля сплошные пахотные поля. Проехать будет непросто. Возможно, мы увидим активные наступательные действия здесь только в середине апреля. Не удивлюсь, если задача захвата Донецкой и Луганской областей по плану Путина должна быть выполнена к 9 мая. Он же обожает такую дурацкую привязку к датам. Сегодня вышло расследование издания «Проект», посвященное здоровью Путина, его лечащим врачам и увлечением нетрадиционной медициной. В статье сказано, что Владимир Путин любит принимать понтовые ванны. Понты — это такие неокостеневшие рога моралов, которые у них срезают весной. К такому увлечению Путина пристрастил Шойгу. Расследователи выявили пул врачей, которые постоянно сопровождают Путина. В среднем в него входят 5 врачей, среди которых лор, инфекционист, реаниматолог, врач скорой помощи и нейрохирург. Отмечается, что с годами количество врачей радикально растет. И, судя по всему, Путину делали 2 операции на спине в 2016 и 2019 годах. Поэтому он несколько раз исчезал из телевизора. Также есть косвенные признаки того, что Путин опасается рака щитовидной железы. Обязательно прочитайте расследование, там много интересного. Мы наблюдаем классического диктатора в последние годы его жизни. Он помешан только на своем здоровье и на геополитических войнах. Поэтому я надеюсь, что конец будет гораздо быстрее, чем мы думаем. Мы будем и дальше рассказывать вам о новостях войны и вокруг нее. Уже завтра выйдет наша итоговая передача, где мы подробно разберем военные действия за прошедшую неделю, обсудим самые важные события. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, а также не забывайте про вечерний стрим в 19 часов. К вечеру наверняка мы узнаем что-то дополнительное про произошедшее в Белгороде и обязательно вам расскажем. А напоследок видео, снятое дроном над аэропортом Антонов в Гостомеле. Это тот самый аэропорт, куда в первый день высаживался российский десант, где была уничтожена Мария.